Всем привет, меня зовут Василя, и это канал Вязание крючком. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем прямоугольную корзинку с деревянным донышком и вот с таким красивым узором. Для вязания нам потребуется прямоугольное донышко размером 10 на 20 сантиметров. Также для обвязки донышка нам потребуется крючок номер 5. Крючок должен свободно проходить в отверстие. Также крючок номер 4. Для того, чтобы прятать кончики пряжи. И также нам на углах потребуется данный крючок, когда мы будем провязывать прибавки. И для самих стенок нам потребуется крючок номер 6, либо крючок номер 7. Вязала я из трикотажной пряжи. Пряжа у меня от фирмы Бисквит. Здесь у нас в мотках идет в 100 метрах 330 грамм. На корзинку у меня ушло около 200 грамм. Я вязала из остатков пряжи. Вы можете использовать полный моток и сделать стеночки корзинки повыше. Также корзинку можно вязать из хлопкового шнура или из полиэфирного шнура. Если у вас нет деревянного донышка, вы можете его связать. У меня есть также на канале мастер-класс по прямоугольной корзинке с связанным донышком. Вы можете зайти на канал во вкладку плейлисты. Там у меня есть корзинки с деревянными донышками и также корзинки с связанными донышками. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для начала нам необходимо обвязать отверстие соединительными петлями. Берем крючок номер 5, продеваем крючок в отверстие, оставляем кончик сантиметров 10, вытягиваем петлю, берем рабочую нить, кончик у нас остается внизу. Продеваем крючок в следующее отверстие, захватываем нить, вытянули и продеваем через петлю. Далее в следующую, снова через петельку. И вот таким образом провязываем все отверстия. Вот провязываем уголок. Также здесь вытянули петлю, поворачиваем и вяжем. Все, обвязываем далее до конца. Оставляем последнее отверстие не провязанным. Сейчас я покажу, как здесь будем делать соединение. Вот у нас осталось последнее отверстие. Мы вводим сюда крючок и захватываем кончик нити, который мы оставляли. Вытягиваем, протягиваем его через петлю и полностью вытягиваем. Вытянули, крючок заводим под косичку. Вытягиваем кончик нити и заводим его в центр предыдущей косички, вот сюда. С обратной стороны вводим крючок и вытягиваем. Вот так мы сделали соединение. Теперь мы будем обвязывать края донышка. У меня в донышке 44 отверстия. У каждых производителей на такой размер донышка может быть разное количество отверстий. И я еще сделаю по 2 прибавки на углах. То есть получается еще 8 прибавок. 44 плюс 8, 52 столбика у меня будет. Четное количество. Теперь находим отверстие, откуда у нас выходит кончик нити. Сюда заводим крючок и вытягиваем петлю. Петельку вытягиваете побольше. Вот таким образом поворачиваем донышко. Это у нас будет сразу же первый ряд стенок. Вот мы повернули. То есть мы обвязываем сразу край донышка и переходим к стеночкам. Старайтесь ниточку держать бороздкой кверху, чтобы при вытягивании нить выходила лицевой стороной. Далее вводим крючок в следующее отверстие. Вытягиваем петельку,
Вытянули хорошо. С петелькой на крючке она должна быть наравне. Провязали столбик. Далее в следующую. Далее провязываем до угла, и на углу я покажу, как сделать прибавки. На углу нам необходимо будет провязать 3 столбика. Провязываем первый столбик. Далее провязываем второй столбик и вытягиваем его к углу. И необходимо провязать еще третий столбик. При провязывании 3 столбиков здесь будет трудновато вводить крючок, поэтому можно взять крючок еще меньшего размера, крючок, допустим, номер 4, и вытянуть вот эту нить. Вот я беру крючок, он заходит посвободнее, и вытягиваю петельку. И далее уже крючком номер 5 мы провязываем. Третий столбик мы вытягиваем уже к этой стороне, ко второй. И также провязываем столбик. Вот на углу у нас получилось 3 столбика. Далее вяжем снова столбики. И также на углу повторяем, провязываем 3 столбика. Здесь провязываем по одному столбику. Вот таким образом у нас будет угол. Далее вяжем самостоятельно. На углу провязываем 3 столбика и довязываем до конца. Вот я довязала до конца. Стеночки поправьте вот таким образом руками, чтобы они были прямые. И далее я буду вязать крючком номером 6. Сейчас мы сделаем соединение. Вытягиваем петельку. Заводим крючок под косичку с обратной стороны. Вытягиваем петлю. Далее заводим крючок в центр галочки. Накидываем петлю и рабочей нитью затягиваем. Вот таким образом затянули. Далее захватываем рабочую нить. Здесь можно петельку придержать, чтобы удобно было продеть крючок. И вытягиваем петлю. Петельку вытянули, но мы ее не провязываем. Не забываем, ниточка у нас лежит бороздкой кверху. Далее мы вводим крючок в следующую галочку. Вот в центр столбика мы вводим. И с обратной стороны крючок у нас должен выходить тоже по центру. Вытягиваем нить. Провязываем ее через петлю на крючке. И далее провязываем столбик. Мы снова вводим крючок в этот же столбик. Вытягиваем нить. Она должна быть на высоте с петелькой на крючке. Дальше шагаем в следующую галочку. Вытянули и петельку продеваем через петельку на крючке. Вот эту первую. Вот видите, у нас под наклоном получаются петельки. И здесь теперь у нас на крючке 2 петли, мы их провязываем вместе. Далее снова в эту же петлю вытянули. Далее в следующую вытягиваем и провязываем через петельку. Далее 2 петельки провязываем вместе. Снова в эту же петлю.
следующую, через петельку на крючке провязываем и 2 петельки на крючке. Вот таким образом у нас будут идти вот такие наклонные линии. Довязываем до угла. Я покажу, как провязывать на углу. Вот дошли мы до угла. Вот у нас 3 столбика. Первый я провязала. Здесь никаких особенностей нет. Также вводим крючок в эту же петлю, откуда мы провязывали. Вытянули. Далее в следующую. Также через петельку на крючке. И 2 петельки провязываем вместе. Просто когда провязываете угол, вот сейчас вы его провяжете и сразу руками поправьте, сформируйте угол. Вытянули петлю в следующую. Вот провязали уголок и его руками поправьте. И так каждый угол старайтесь поправлять, тогда уголок у вас будет ровный. Далее продолжаем вязать точно таким же образом. Вот у меня провязана последняя галочка. Следующее у нас идет здесь место, где мы начинали ряд. И сейчас здесь мы провяжем последний столбик. Заводим крючок сюда же, где мы провязывали. Далее вводим крючок в место, где мы начинали провязывать ряд. Вытягиваем через петельку и провязываем 2 петельки на крючке вместе. Вот мы завершили ряд, и сейчас мы сделаем соединение. Вытягиваем петельку. Вот у нас идет столбик, сверху него косичка. Заводим крючок с обратной стороны, накидываем петельку и вытягиваем. Далее вводим крючок в центр галочки. Накидываем петельку на крючок и рабочей нитью затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытянули петлю. Петельку эту мы не провязываем. Далее шагаем в следующую галочку. Не забывайте, что у вас крючок должен выходить с обратной стороны также по центру галочки. Вот здесь вот по центру. Провязываем через петельку на крючке и провязываем столбик. Вот так мы сделали соединение и перешли на второй ряд. Последующие ряды будут соединяться точно так же. Далее мы снова вставляем крючок в то место, где мы провязывали. Вытянули. Далее шагаем в следующую галочку. Провязываем через петельку и 2 петельки на крючке провязываем вместе. И узор у нас повторяется. Все, последующие ряды вяжутся точно таким же образом. На углу не забываем, как провязали. Руками уголок сразу поправили. Далее вяжем самостоятельно. И я потом покажу, как поменять цвет. Вот я провязала второй ряд. Сейчас мы сделаем соединение и будем вводить нить другого цвета. Также вытягиваем петельку. Заводим под косичку крючок. Соединение у нас такое же, как мы делали в предыдущем ряду. Вот мы вытянули петлю. Далее провязываем следующую. Вытягиваем
через петельку. И мы должны с вами провязать столбик. Но следующий у нас будет столбик уже другого цвета. Мы же будем чередовать. Поэтому мы вот этот столбик сейчас провяжем сразу нитью другого цвета. Вот таким образом кончики нити мы здесь укладываем. Будем провязывать их вместе. Итак, далее вяжем, вводим крючок в эту же петлю. Вытянули. Далее в следующую. Через петельку. И теперь у нас 2 петельки на крючке. И их мы провязываем нитью другого цвета. Мы их будем постоянно чередовать. Далее вяжем. Вытянули петельку. В следующую вводим через петлю. И 2 петельки мы снова провязываем другим цветом. Эти ниточки мы вдоль вязания всегда укладываем и попеременно их чередуем. Вот таким образом, когда мы провязываем 2 петли другим цветом, то есть вот эта петелька у нас уже пойдет на следующий столбик, и она будет таким же цветом, как и столбик. Далее вяжем. Узор у нас все повторяется, только здесь мы чередуем, меняем нити, когда провязываем 2 петельки на крючке. И все, таким образом мы провязываем до конца 3-й ряд. Вот я провязала 3-й ряд. Далее ниточку одну мы обрезаем, кончик укладываем, провязываем вместе. И далее делаем соединение и вяжем уже полностью другим цветом. Итак, продолжаем вязать 4-й ряд. Все у нас также повторяется. Узор точно такой же. Провязываем необходимую высоту. И далее я покажу, как сделать обвязку. Вот я провязала ряд до конца. Сейчас мы сделаем соединение, вяжем край корзинки. Вы можете провязать больше рядов. Вытягиваем петельку. Заводим крючок под косичку. Далее крючок заводим вот сюда, между столбиками. И данную петельку выводим вперед. Вводим крючок в следующую петлю. Вот мы вводим под косичку между столбиками. И протягиваем через петельку на крючке. Далее под следующую. И соединительными петлями проходим по всему краю. Сильно туго не стягивайте, чтобы у вас край корзинки не был стянут. Корзинка наша готова. Размером она у нас получилась по донышку 20 сантиметров на 10 сантиметров. И высоту у меня корзинка приблизительно 8 сантиметров.
Я также еще рекомендую вам корзинку отпарить, хорошо руками распрямить ее, придать ей форму. Если у вас плохо получились углы, не очень ровные, также можно приложить сюда ХБ-ткань и прям уголки прогладить. Дать ей просохнуть, и она будет у вас ровная. Надеюсь, вам все было понятно. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.